С вами Макс, вы на канале Шахматный Токарь. Сегодня выпуск будет повествовательный, будет посвящен очень редким, очень дорогим маркам быстрорежущих сталей, порошковых быстрорежущих сталей и цельно-твердосплавным стержням. Оказывается, есть даже такие цельно-твердосплавные чудовища. Сами тесты уже на канале. Да, в чем вообще основная идея? Ножи из порошковых быстрорежущих сталей, об этом чуть далее, они показывают износостойкость в 4, 5, 6 раз выше, чем ножи из стали R6 M5. И если у вас, например, резцы из R6 M5, либо вообще из углеродистых сталей, и вы любите их затачивать, то вы, конечно, человек счастливый, но каждый раз при заточке резца, а иной раз их бывает штук 10 или даже больше под разные задачи, вы будете терять очень хороший кусок времени. В долгосрочной перспективе получается, что совсем мало и удовольствия, и рабочей пользы от таких процедур. А резец из порошковой быстрорежущей стали, вы его один раз заточили и работаете им, работаете и еще работаете, и пока не надоест. Прекрасно же, но это только теоретически, исходя из результатов износостойкости работы ножей по канату, резу ножей по канату. И ради того, чтобы проверить, будут ли порошковые быстрорежущие стали показывать такую же сверхизносостойкость именно уже на токарных задачах при точении древесины, и затеяны данные тесты и данные исследования. Продолжаем. Им посвящен отдельный выпуск, можете его уже посмотреть. И будут еще два выпуска. Один выпуск будет посвящен, который следующий, заточке каждой марки стали, макрозаточке. И можете посмотреть, как тот или иной абразив, тот или иной финиш будут сказываться на результатах, на износостойкости резцов, потому что финиш очень сильно влияет на износостойкость. И будет еще один выпуск, через один, он будет посвящен таблице результатов, в которой будет подробно разобрана каждая марка стали на разных заточках, какие были результаты и как та или иная сталь была в работе. Такие субъективные характеристики, но тем не менее. Сталь хорошо резала, плохо, туго, мягко, затуплялась, быстро, медленно, динамика затупления плавная, либо проваливалась и так далее. То есть все будет подробно разобрано. А сейчас же о порошковых быстрорежущих сталях. Вперед! У вас еще будет вопрос, как сопоставить результаты тестов с износостойкостью ваших резцов. Возможно, у вас резцы покупные, возможно, вы сами делали, и, возможно, вам тоже делал кузнец резцы. С самого начала работаю резцами кузнеца Сергея Михайловича. Покупных резцов, увы, нет. Сейчас даже затеялся самостоятельным изготовлением. Покупных нет по причине очень специфической геометрии. Здесь прикреплю фасонные трубки, скальпель, крючки. Вот, кстати, крючки там на подставке на стеной. Так они обустроились. И геометрия очень специфическая у резцов, ну, кроме меселя. И размер, видите, вот сопоставим с пальцем. То есть стандартных резцов практически 0 из хороших сталей. Поэтому приходится либо заказывать, либо делать самостоятельно. Кстати, если вы работаете с миниатюрой, то будут очень хорошие варианты, материалы, как изготовить резцы самостоятельно. В этом выпуске, об этом дальше. И каждый резец будет указана марка стали. Составы марок стали подробнее будет в следующем выпуске, через один. Таблица результатов так выглядит. Сейчас только покажу вам ее. Можете
поставить паузу, скриншот сделать. И подробно будем ее разбирать в выпуске через один. Сейчас же, повторюсь, будут указаны только марки сталей. Можете подробно в интернете их найти, составы. И будут указаны акцентирование на компонентах, которые больше всего влияют на режущие характеристики, на износостойкость и на хрупкость. Это такие компоненты, как углерод, ванадий и кобальт. Самый большой акцент будет на этих компонентах в этом выпуске. И покажу вам еще. Информация о порошковых сталях именно для токарных резцов практически ноль, но зато очень много информации в изготовителей ножей. И есть такой канал Сергей Жиров. Вот видите, 400, если вам видно, 422 видео. Человек очень-очень долгое время занимается заточкой, это основная деятельность, и параллельно тестирует стали. Притом здесь стали, сейчас вам покажу. Кстати, вот PMD60 сталь, это тоже порошковый быстрорез. Можете его найти. Когда подбирал стали для теста, хотел еще протестировать Rex, не нашел его. Увы, очень редкая сталь. И остановил выбор на QPM 53. Вот здесь где-то обзор есть тоже. QPM 53 и тест, и заточка. Много. Можете огромное количество информации найти о порошковых сталях на канале Сергея Жирова. И напишу, повторюсь, порошковые быстрорежущие стали это PMD 60, S390, Rex 121 и QPM 53. Это такие самый-самый премиум. И здесь в основном тестируются и затачиваются ножи либо очень высокого ценового сегмента, либо невероятно высокого ценового сегмента. Вот. Такие очень редкие, очень эксклюзивные ножи стали исполнения. Вот можете очень много найти информации. И покажу вам еще, где купить заготовки. Можно просто написать. Для себя выбрал сталь QPM 53. По причине Rex не нашел. И очень хорошо, что не нашел. Об этом в следующих выпусках. S390 сталь. Там тоже очень много кобальта. И QPM 53. Вот здесь и S390, QPM 53 есть. S390. Она на большую твердость рассчитана, калится за счет кобальта. И практически всегда ее заготовки сами калят на высокую твердость. И чтобы затачивать на углы 38-40 примерно. А резцы работают на 35, это черновые, и для чистовых ниже 30 даже уходит. Поэтому отказался тоже от стали S390. PMD60 относительно новая, потому что еще 2 года назад все эти стали выбирал, тестировал. Только дошли руки монтировать. И QPM 53. Можете, кстати, любую сталь выбрать. Вот заготовка купить. Здесь очень много вариантов. На Озоне есть. И так далее, и так далее, и так далее. Есть сайт, где я покупал сам. Сайт называется Циферион. И термообработка Сергея Бурова. Это термист очень известный, можете тоже о нем поискать, почитать. И здесь очень много заготовок именно в его, вот здесь, ножевые стали, бланки. Покажу вам. Здесь, смотрите, можно выбрать нержавеющая, штампованная, разная всякая. Вот порошковая сталь. И здесь, смотрите, Rexa 0, S390, кстати, много заготовок, 74 штуки. PMD 60 здесь нету, и здесь есть вот QPM 53, вот, который я покупал. Давайте упорядочим, например.
цена высокая. Смотрите. Заготовка 280 на 38, 4042. Это толщина. Стоит всего-навсего 5600. Ну, можете посмотреть, сколько ножей с нее стоит. С такой стали. Вот, поэтому заготовки относительно дешево стоят. И если вы занимаетесь миниатюрой, то вы можете ее раскрыть вдоль и поперек и наделать себе комплект резцов, притом черновых и чистовых, там штук 8 получится, может. Еще и рубанки мелкие сделайте себе. Лучше, если будете выбирать, покупать, то лучше толщину брать больше 4042, потому что слой поверхностный, его лучше снять побольше, чтобы дойти до уже хороших твердостей. То есть поверхностный слой, там характеристики ниже. И режущие, и закалочные, и все остальные. Поэтому лучше так. Тем более есть резцы, где, например, скальпель, но это не скальпель, вот эта часть, обух, она нужна именно потолще у скальпеля. Вот если вы работаете со скальпелем, то вот именно потолще получается. Вот. Показал, сколько стоит. Ну, могу показать, сколько стоит, например. S390. Так, назад. S390. Она стоит чуть дороже, скорее всего, из-за кобальта. 270 на 38 и толщина 4,3. Сколько стоит? 7300. На сколько получается? Ну, на 1000 с чем-то дороже. Вот. И здесь, кстати, если открыть, вот дальше. Вот здесь прям подробно все будет написано. Углероды. Это вольфрам, это молибден, ванадия 5. Кстати, у QPM 53, вот почему я выбрал, у нее ванадия больше, у нее 8 ванадия, а здесь вот S395 ванадия. И углерода у QPM 53 2,5%, а здесь только 1,6%. Вот как раз ванадий и углерод, они на режущие свойства на острых углах очень хорошо в плюс дают. Так, хром кобальта 8 здесь, а у QPM 53 как раз кобальта нет. И по тестам и по следующим выпускам очень хорошо как раз для режущих сталей. Вот. Поэтому искать стали заготовки, если писать, вот что писать, например, сталь QPM 53, либо Rex, либо PMD 60, заготовка купить, и будут там куча разных вариантов. Но обращайте внимание на термообработку, потому что от нее будет зависеть, насколько хорошо будет сталь резать и вообще износостойкость ее. И чтобы все изучить о порошковых сталях, вот прям кладезь знаний, пожалуйста. Такой канал Сергей Жиров называется. Вот. Сам пересмотрел практически все видео о быстрорежущих сталях и порошках. Вот. Да, забыл сказать, результаты порошковых марок сталей относительно своих резцов вы сможете очень легко сопоставить по марке стали R6M5. Это самая распространенная марка быстрорежущей стали, и большинство токарных резцов по дереву, которые именно стандартные в продаже, они изготавливаются как раз из R6M5. К тому же очень огромное количество режущего пильного инструмента, даже советских времен, из которого тоже очень часто изготавливаются токарные резцы по дереву. Возможно, вы тоже себе делали из пильных дисков резцы, либо из машинных полотен, которые такие толстые. Сталь R6M5 на тестах и в итоговой таблице она будет представлена в самых разных закалках, начиная от самозакалки, дальше самозакалка с отпусками, тоже на разных заточках, на разных гритностях, финишах, и эталонный резец
из R6M5, он с очень хорошей закалкой на вторичный отпуск и контролем твердомером на 64 единицы. Поэтому сопоставить будет очень легко. Кстати, если вы делали с метчиков резцы себе, то у них технология закалки, вот тоже можете даже поискать, почитать, начиная от 12 мм идет поверхностная закалка. То есть снаружи сталь твердая, а внутри уже сталь идет мягкая. Это делается для того, чтобы поверхность работала на резание, на нарезание резьб, а внутренняя часть она работала на кручение, чтобы не лопался инструмент. Вот. Покажу вам еще, где можно купить круглые заготовки, стержни именно для токарных резцов, потому что в заготовках для ножей, вот видите, это остаток из QPM-53, здесь вот толщина 4,042, о которой вам акцентировал, вот именно такая, и была она 28 сантиметров, с нее накроились такие куски, это для скальпеля заготовка параллельная была, и здесь 9 сантиметров, а для меселей по 7 сантиметров, то есть пополам еще раскраивается, и получается черновой чистовой, например, резец. Из них идет на рабочую часть примерно вот так вот, 2,5-3 сантиметра, и дальше идет хвостовик, который в трубку, это дальше будет в выпуске. То есть как резцы сделать дальше будет. Получается очень хорошие резцы, но минус, большой минус для токарных резцов в том, что заготовки для ножей не только плоские бывают. Поэтому если резец требует геометрии круглой, уже приходится искать что-то другое. Смотрите, вот заготовка такая, и покажу, где, например, их взять. Это заготовки для сверл и режущего цилиндрического инструмента, фрез всяких разных. Смотрите, есть сайт, все инструменты, вы его, скорее всего, знаете хорошо, такой сайт. И если прописать поиск в поиске твердосплавный стержень, то видите, здесь такие даже разделы будут. И будут сами стержни твердосплавные. Кстати, покажу вам тоже. Смотрите, сколько они стоят и в каких размерах. Вот, например, диаметр 25, длина 330, количество одна штука. Вот, пожалуйста, 60 тысяч. Диаметр чуть меньше, вот, диаметр 18, 32 тысячи. Рассматривал вот этот стержень, диаметр 16, Prozairs. Отказался от него по причине, потому что не было никаких характеристик. Какой сплав, какая структура, крупнота структуры именно самой. Поэтому отказался от него. И где покупал, вот здесь прикреплю стержни, и когда выпуск демонтирую, здесь прикреплю время, где покупал. Там дальше будет показано. И здесь еще есть, смотрите, вот что хорошего. Заготовка стержень R6AM5. Вот это же сталь. Здесь же ее покупал. Где она есть? Чик. 14 на 200, видите? R6AM5. AM5 означает азотистая. То есть это R6M5 с добавлением азота. Вот обогащенная сталь азотом. И это добавляет твердости пару единиц, то есть здесь 66 единиц. И добавляет износостойкости, было написано, что процентов на 30. Вот поэтому купил себе такую заготовку с надеждой сделать себе фасонную трубку. Вот смотрите. Но затея оказалась очень плохой, потому что резец брончит. Когда работать цельной
цельным прутком, фасонкой из цельного прутка, то резец бренчит. Думал всегда, что это из-за того, что плохо умею работать, техника, как-то резец криво, косо ставлю и еще потом доучусь. Сергей Михайлович сделал фасонку, покажу здесь ее, и эта фасонка работает идеально, сверхстабильно. Сейчас видео вам покажу. Вот видите, такая фасонка, она получается непригодная для работы. А стержень остался, получается, без надобности. Возможно, найдется ему какая-то задача, какой-то резец еще из него вычухать. Но у вас, например, если вы работаете с рейерами или еще с какими-то резцами, у которых круглое сечение, то вот такие стержни, кусок в ручку, например, и вот кусок еще на вылет, и здесь геометрию сделать. То есть будет очень супер, и сталь очень и очень хорошая, азотистая, с повышенной твердостью и износостойкостью. Вот видите, 64-66 единиц. Здесь 25 диаметр, она дорого стоит, а вот этот пруток, он стоил порядка 1004, наверное. И можно еще в гугле, если искать, смотрите, вот еще на гугле, если прописать заготовка стержень, купить R6AM5, то будут такие результаты. Вот все инструменты, первые два, и потом вот дальше будут ВК6М, диаметр 16 на 200, стержень вот такой есть, сколько пишет, 400, резец, стержени круглые, то есть много их, много где купить можно и разных диаметров. Вот, например, на Озон есть вот стержень диаметр 20 на 200, 5-100, и можно даже прописать, а вот R18, R9 есть, можно прописать здесь R18 и не стержень, просто заготовку купить R18, и будет заготовки, смотрите, они правда меньше, но может тоже, а вот 9 на 9, 16 на 16, 150. Смотрите, вот такие заготовки, вот видите, блочные. То есть, если резец у вас какой-то по типу скобления, которому нужна плоскость
внизу плоскость, на которой он будет стабильно становиться и дальше работать им, то вот, пожалуйста, есть такие варианты заготовок еще. Здесь. Что это такое? 9 на 9 на 200. Вот длина 200. Сечение 9 на 9. Это квадрат какой-то R18. 1300 стоит. А это сколько стоит? 3700. Здесь длина вот такая короткая. Можно, кстати, тоже сделать обточку и в трубку его. Вот. Вообще будет прекрасно. То есть чуть-чуть хвостовика, и дальше он пойдет на подручнике, будет становиться резец, и дальше рабочая часть будет сформирована. Вот. Возвращаясь к результатам тестов и составу сталей, резец из R6M5, эталонный резец с термообработкой на вторичный отпуск и контролем твердомером на 64 единицы, на заточке 3000 грит отрезал 200 резов. Это эталонный результат был максимальным среди обычных сталей, обычной металлургии. Порошковые стали D69, это два резца из нее. Резец отрезал стабильно 200 плюс резов, притом здесь авторская самозакалка Сергея Михайловича и на этом резце, и на этом резце. И на заточке 2014 резец отрезал 220 раз, продолжая чуть-чуть врезаться в бумагу, то есть практически уже перестал врезаться. И предварительно можно было бы его дожать до 250-260 раз. Это когда резец полностью стал. Здесь 200 раз это резец полностью остановился, и даже дым шел, когда 200-е резы были. А здесь на 220 еще продолжал как-то через раз врезаться в бумагу резец. «220-й рез». Вот так резец режет до сих пор. На более тонкой заточке резец показал ниже результат на 25%. Это на заточке 7.5, порядка 2,5-3 тысяч грит. И здесь кобальта 10%. Вот именно он и сказался на тонкой заточке, что резец подзатерся, хрупкости много на кончике кромки, и очень тонкую заточку финишную 7.5 резец уже плохо держит. Кромка, по-видимому, самая мелкая острая часть скрашивается и затирается. Результат на 25% ниже. И очень интересная сталь R12MF5 К5. Здесь сталь тоже R12, это 12 вольфрама и там, и там. Здесь 1,38% углерода, здесь 1% углерода. И здесь 3% ванадия и 10 кобальта, а здесь 5% ванадия и 5% кобальта. То есть она такая более сбалансированная, интересная по составу именно для режущих свойств. Кобальт, повторюсь, он очень хорошо будет работать на углах 40 и более градусов.
для обдирочных резцов вообще будет идеально, а R12 MF5K5 именно для острых углов. И кобальт дает хрупкость. Вот этот резец, на нем 35 градусов. Вот на этой стали порошковой буду использовать именно такой угол, без ухода в минус, более чистовые углы. И этот резец будет для очень ответственной чистовой задачи вырезания. Вот видите, на каждой фигуре на основании есть конус такой вот, врезания. Резец отработал больше, чем R6M5. И вот такая ему будет ответственная, аккуратная задача. Угол здесь, повторюсь, 35 градусов. И R12 MF5K5, у нее вязкости больше. Кобальта меньше 5%, в 2 раза меньше кобальта, чем у D69. И это дает повышение вязкости и уменьшение хрупкости. То есть этот резец можно использовать, вытачивать на более острые углы и для более чистовых задач. Тем не менее, именно этот резец тоже буду использовать на 35 градусах. И ему будет тоже очень ответственная задача. Видите, на королях и на ферзях есть такие... Ух ты, держись как-нибудь. Есть такие элементы, видите, они такие полусферические. И вот именно для этих элементов будет резец. Такая задача у него. И предварительно черновое снятие будет еще на ферзях, королях. И, возможно, тоже буду работать на слонах, потому что, видите, размер соизмерим и позволяет выполнять работу на таких фигурах. А для пешки уже, видите, крупноватый. Там будут резцы из QPM 53. Этот резец, возвращаясь к результатам тестов, очень чувствительный к заточке. Сталь очень чувствительна к заточке. На заточке 2014 резец отрезал даже хуже, чем D69. Он отрезал порядка 200 резов и перестал уже практически полностью врезаться в бумагу. Двести резов это. Вот. Вот что с кромкой. То есть на 10% меньше отработал, чем D69 на заточке 2014. Но на заточке 7.5 произошло какое-то чудо, и резец отрезал 345 раз и продолжал резать бумагу. Резец перерезал все болванки, все остатки болванок, сучки, которые попадались уже, дожимал с сучками вместе, лишь бы прекратилось мучение с тестированием этого резца. То есть хотел, чтобы он уже как можно быстрее затупился, но перерезались все болванки с крепежной втулки, железная часть, резьба срезалась, но резец все равно продолжал резать бумагу. Увидите в тесте это.
Так, я думаю, уже резьбу начал резать. Мнет. Вот свежий кусок. Видите, что творит? Ну, как это возможно? Вон сучок. Уже резец дерево не режет, а бумагу урезается. Хватит. Снял болванку. Смотрите. Срезал кусок. Конечно, 65 единиц. 345 резал. И бумагу режет. И металл режет до сих пор. Вот такой резец. Какая-то феноменальная сталь. Притом она очень своеобразно режет, полностью кардинально отличаясь от реза любой другой стали, которые были в предыдущих всех тестах. Она режет настолько мягко, она просто проваливается. Вообще нет ощущения, что какая-то агрессия на кромке. При этом острота держится. Нет такого, что мягко-мягко, чуть поработал, затерлась, кромка затерлась и все. А здесь режет. Вставлю на 180 резал. Посмотрите, как бумагу резал. И повторюсь, здесь резец полностью стал, уже начал дымиться на 200 резе. И здесь резец еще сучок зарезал на 160-х. Сейчас покажу вам. Дошел до сучка, это уже 180 резал. И при том 160, 180 за 20 резал прибавилось по 3 точкам суммарно плюс 7 грамм всего-навсего. На пятке 2 грамма, вот здесь показала минус грамм, и здесь плюс 6 грамм. Вообще стоит на месте. Смотрите. 180 резал. Сучок, смотрите. Я бы и рад, конечно, порезать этот сучок, чтобы резец затупить. 400 вообще нет желания резать. Но резец идет на такой результат. Он уже обошел QPM 53. Смотрите, покажу вам. Рез на 180. Смотрите. Чисто еще. 180 резал. Притом сучок был 150-е, 160-е резы. Покажу. И волнистость тоже большая была. Сейчас свет так падает, вот риску очень хорошо видно. И, повторюсь, резец именно с самозакалкой показал такой результат. Это вообще феноменально. Очень эксклюзивная сталь. Супер эксклюзивная. Притом это очень редкая сталь. И, скорее всего, это еще запасы советских
времен удалось достать Сергею Михайловичу. Смотрите, как красиво получилось вычухать. Вот такой резец. Для ухода за резцами, повторюсь, потому что стали порошковые и в них очень большое содержание углерода, то есть они ржавучие. Буду использовать масло Балистол, Германия. Это оружейное масло. И смотрите, очень важный критерий: смазывает, не вызывая раздражения кожи. Резцом придется работать длительное время, браться за него, и это очень-очень важный пункт. Видите, само масло, давайте тоже покажу вам. Уход за оружием. Балистол, универсальное масло, удаляет налет свинца, меди, токмака со стволов и патронников огнестрельного оружия, нейтрализует и удаляет кислотные осадки от пороха. Уход за металлом. Балистол, универсальное масло, создает защитную пленку на поверхности металла, предотвращая вредное внешнее воздействие, то есть от коррозии. И уход за деревом, здесь тоже где-то есть насекомых. Универсальное, смотрите, масло обладает антибактерицидным и дезинфицирующим свойствами, способствует заживлению ран, укусы насекомых, порезы, мозоли, то есть от всех болезней и от коррозии. Буду его использовать. Смотрите, здесь просто, вот видите, оно с пшикалкой такой. Здесь объем 25 миллилитров. Давайте покажу вам. Элементарно, вот чуть-чуть каплю. Вот видите, капнуло. Все, этого достаточно. И вот растереть просто-напросто. Вот. Видите, оно создает пленку. Вот, чувствуется руками. Такое жирное чуть-чуть. И резец после работы, то есть день поработал, и смазать. Потому что пот, который выделяется на руках, он с углеродом тоже взаимодействует, и тоже появляются, ну, не коррозия, но черные пятна. Возможно, у вас тоже есть резцы из быстрорежущих сталей. На R6 это тоже проявляется, но менее явно выражено, потому что в ней тоже очень много углерода. 0,85-0,9 углерода. На ней появляются черные пятна. А на этих сталях, и тем более на QPM-53, там коррозия, чуть-чуть воды капнул, во время заточки передержал, и все, она корни пускает сразу. А здесь, видите, вот пальцы еще чуть жирные. Вот второй резец там. Можно взять еще. Третий. Чувствую, что хватает достаточно масла, чтобы вот смазать место, где именно хват. Место хвата и само лезвие. Все. Вот такая процедура. И вот такое масло. Вот Балистол универсальное. И именно в пшикалке такой мелкой удобно. Масло, кстати, вообще прекрасным оказалось. Вот смотрите, резцам уже год, даже больше года. И частично они в работе, частично хранятся. И изначально думал, что если стали порошковые ржавучие, то придется их смазывать практически каждый день после работы. Потому что пот от пальцев, он тоже будет давать коррозию на стали. Как было даже со сталью R6 M5. Вот смотрите, она блестит, плохо видно, но вживую прям пятна. Вот здесь вот, где пальцами браться, то прям такие темные пятна вот выступают. То есть ржавчины нет от пота, но появляются такие темные пятна коррозии. И резцы, вот они были один раз законсервированы, хранились, и дальше начал ими работать.
И как показала практика, вот видите, все прекрасно, все идеально. Вот видите, это сталь порошковая R12 MF5K5. Это сталь R12 M3K10, которая D69. Вот, тоже все прекрасно. Видите? Сталь QPM 53. Это гренадил. Видите? Сколько от него накипает на резец. Это точил. Сейчас покажу вам. Ручки, видите? Вот такие удобные. Гренадиловые. На рычаги. И еще одна ручка, это макасарский обен. Вот гренадил очень смоленистый и накипает на него. Вот на QPM 53 тоже коррозии, ржавчины нет. Все прекрасно. Это тоже D69 R12 M3K10 QPM 53, два резца. Резец R6 M5, две фасонки. Это R18. Два твердосплава. Здесь тоже два твердосплава стержня. И два резца из R12 M3K10, тоже порошок. Вот крючки. Тоже все прекрасно. И получается, что смазывать, вот именно если вот такое масло использовать, то смазывать после заточки и все. Вот когда контакт с водой идет и снимается с поверхности, ну вот с этой поверхности снимается слой масла с водой, когда абразив работает, и нужно очень сразу помазать после заточки маслом, потому что, как показала практика, корни сразу пускает коррозия. Это гренадил тоже. И он практически нет. Ну, попробую его еще сколупать. Накипает очень хорошо. Вот поэтому масло прекрасное, рекомендую. Переходим к чудовищам. Давно была идея сделать вечный обдирочный, и удалось ее воплотить. Надеюсь, удалось. Это цельно твердосплавные стержни, и он идет аж до сюда. И этот тоже аж в конец ручки. Этот резец весит больше килограмма, кило 100, а вот этот 900 грамм. При том, что, смотрите, вот резец, который был из R6 M5, видите, насколько он крупный резец. Он весит всего-навсего 280 грамм, и ручка 170 грамм. То есть грамм получается 400 всего-навсего, а здесь кило 100. Все из-за того, что плотность твердосплава почти в 1,5 раза больше, чем плотность свинца, и почти ровно в 2 раза больше, чем плотность стали. И твердость, если взять твердость R6 M5, то даже с самыми хорошими закалками это 63-64 единицы твердости в быстрорежущей стали. В порошковых быстрорежущих может доходить и до 70, есть такие стали. Но твердосплав в большинстве случаев в порошковых сталях 66-68 в таком промежутке. Но твердосплав, именно эти марки две, это Hard Metal KF40UF и церетизит, второй пруток CTS 20D.
здесь твердость по шкале А 92,3 единицы. И в переводе на шкалу С это порядка 75 единиц твердости. Вот представляете, то есть разница 10 единиц твердости. Вообще чудовище. Недели 2 заняла слесарка. Слесарка — это издевательство. Пришлось купить круг 200 на 160 алмазный. А вот это выбирал бормашинкой и алмазными фрезами. Покажу здесь, сколько фрез ушло. Полностью лысые стали. Вообще издевательство. Трешь, и оно просто-напросто стоит на месте. Хотя вот этот твердосплав, он более податливый, хотя характеристики и структура 0,6 микрона одинаковая. Цератизит все-таки более твердый и намного тяжелее снимался, чем вот этот твердосплав. И хардметал, он более хрупкий почему-то. При заточке кромка раскрашивалась, хотя углы, вот видите, угол здесь ровно идет, а здесь под 45 градусов выкрашивалась. Заточка — это отдельной задачей стала, потому что резец просто не резал абсолютно. Вот сформировал, заточил, абсолютно не режет. Вот как дубовый, деревянный, абсолютно ноль. И чем только не пробовал точить, пробовал брусками алмазными, пробовал брусками керамическими, на керамических связках карбид кремния, оксид алюминия, и пробовал на наждачках, пробовал войлоком, пробовал бормашинкой, вообще ничем. И спасла только чашка Сергея Михайловича на 28-20 микрон. Притом она выточила настолько, что резец сейчас бумагу режет. Волосы я не знаю. Ну, вот есть волосы, видите? Волосы бреет. Твердосплав бреет волосы. Ну, а как это? А вот так вот. Оказывается, возможно. И все предыдущие способы, резец абсолютно дубовый, даже в заготовку не хочет пихаться. А чашка спасла, и сейчас резец бреет волосы, при том, что резец уже точил. Видите, срезает. При том, что резец уже поточил, поработал определенное время, и до сих пор держится острота. Второй резец делал по образу, подобию резца из QPM 53. Резец довольно хороший, но в таком виде он практически полностью бестолковый. Смотрите, по какой причине. Вот видите, нужно, чтобы поближе для такого типа резца была заготовка. Но видите, вот эта вот ступенька, она мешает при работе. И приходится отодвигать заготовку подальше, и она начинает уже подклевывать резец, потому что сам резец очень легкий, даже при том, что пруток залит свинцом. Вот, видите, такая получается. И сама сталь, хоть и порошковая, но все равно здесь 66 единиц, а здесь 75 единиц. Абсолютно несравнимо. И здесь 900 грамм, а здесь, я не знаю, ну грамм до 400 точно. Именно до. А здесь почти килограмм. И, ну, вот так его ничего не смогу сделать. А вот этот, ну, видите, он легко абсолютно. И заготовка, когда работает, она что же создает ударную нагрузку,
и вот гуляет резец постоянно. А здесь резец работает полностью абсолютно стабильно. Видите, здесь есть такой полукруг, он сформированный алмазным кругом размером 150 миллиметров. Вот чуть-чуть скругление, оно более приятно работать, когда что-то вот выбрать нужно аккуратно. Здесь дочищал уже, выполировал алмазной пастой и бармашинкой, алмазными фрезами. И вот такая геометрия получилась. А тыльную сторону формировал на черновом зерне 200 на 160 и кругом и чашкой. И дальше уже довел до 28 чашки алмазной. Вот. Резец тоже бумагу режет. Сейчас вам покажу, кстати. Посмотрите, как они работают. Видите, твердосплав режет бумагу. Вообще уникальное явление. И после самого теста тоже пробовал резать бумагу, режет точно так же. По длительности, сколько будет держаться эта кромка, увы, пока не могу сказать, потому что изготовил их и работаю над самими съемками. Это смогу сказать уже через кусок времени, полгода-год. Может, вы смотрите уже как раз в это время и можете написать комментарий. Я вам
отвечу и скажу, как резцы себя ведут в работе. Либо дополнительно покажу в каком-то из выпусков. Но сейчас они вообще идеально работают. Вот именно первичная острота удалось заточить. И могу даже с 99% уверенностью сказать, что нельзя ничем заточить, кроме алмазной чашки очень тонкой 28-20, либо 20-14, 14-10, очень-очень тонкой чашки. Все остальное будет просто выкрашивать кромку. И повторюсь, вот этот более хрупкий твердосплав, это hard metal, а вот этот твердосплав цератизит. Хотел оба взять прутка цератизит. Здесь диаметр 14 для более аккуратной работы, а здесь диаметр 16 для такой обдирки, съема большого количества материала. Но, увы, цератизит был только в 14 диаметре. Вот. И цератизит уже проверенный. Он работает и на 24 градусах, как оказывается, по тесту. Здесь прикреплю тест твердосплавов. Но лучше всего он показал себя. Сейчас тоже покажу. Монтирую сейчас выпуск, и после изготовления резца прошло уже больше года. И могу сравнить износостойкость резца из R6 M5. Это резец, кстати, с самозакалкой, с износостойкостью вот этого чудовища. После гренадила, видите, налипает всяко разное. Фокусируйся. Кромка целая. Вот сейчас увеличу. Вот как была она чуть-чуть такая полурассыпчатая после заточки. Вот точно такая же и осталась. Вот, то есть вот здесь это было. Здесь, например, прикреплю. Посмотрите, как было. И смотрите, покажу вам. Покажу вам остроту, потом скажу, как отработал резец. Так. Вот так вот. Виднее будет. Спичка белая блестит. Вот этой частью именно работал много. Вот видите, что творит. Вот раз. Ну, видно, надеюсь. Давайте попробую так. Можете попробовать со своим обдирочным. Здесь угол, повторюсь, 45 градусов. Это не режущий угол, но смотрите, что делает. Во, и это чудовище уже отработало примерно 10 норм вот этого резца. То есть, что имею в виду? Заточить резец, поработать им, когда уже все, он затупился, и снова затачивать. Это одна норма. Он отработал уже 10 норм, вот этот резец, может даже чуть больше, и ему абсолютно все равно, вот что творит. Лучше всего твердосплав цератизит, это твердосплавные ножи для дерева, строгальные, показал себя именно в геометрии отрезного резца. Притом здесь угол 45 градусов, и здесь, соответственно, углы по, фокусируйся, 90 градусов. Видите, как идеально все остро. При том, что этот резец точил за 3 года один единственный раз, и то для видео, чтобы показать, как он затачивается.
изготовил себе, смотрите, еще один такой резец с более меньшим вылетом, чтобы, повторюсь, было комфортнее работать по подручнику. И диаметр фигур мелкий, и такого вылета более чем достаточно для врезания во все диаметры. Вот, например, смотрите, видите, перекрывает здесь диаметр 35, 31, а диаметр короля 40. Вот. Вообще идеально показали себя ножи, поэтому я изготовил еще один такой резец, чистовой. Тот будет черновой, а этот будет для очень аккуратных чистовых задач. Именно на ступице фигуры есть такое место, где нужно очень аккуратно подойти. Вот этот резец, он будет выполнять такую задачу. Смотрите, покажу вам еще. Баловался. Это цератизит пруток, а это стеклорез. И притом хороший здесь ресурс 2 километра. Слышно вам? Звенит. Просто звенит. И hard metal. Слышно? То же самое. Вот, абсолютно. Это мягче. Смотрите, покажу вам. И подлинность пластинки цератизит покупал у официального представителя. И видите, здесь характерный такой край. Очень качественная обработка. Видите, вообще идеально обработано. И здесь, видите, точно такая же. Вот, абсолютно одинаковая. И оттенок тоже. Вот это настоящая 100%, а эту покупал на Авито, потому что прутки сверхдорогие, и были в наличии только Гуринг, покажу вам, которые стоили порядка 20 плюс тысяч, и цератизит вообще не было, и тем более не было hard metal. Удалось найти на Авито и решил купить, потому что было много отзывов у человека, 86. Там, кстати, можете мой увидеть отзыв. И в самом объявлении прутков, наверное, штук 100 или даже больше. То есть огромный ассортимент. И что еще очень важно, в объявлении самом написано, что изготовление в любых количествах, любой геометрии фрез твердосплавных. То есть Андрей, у него есть доступ как минимум к производству объемному, которое работает с твердосплавами, и поэтому вопросов в подлинности при таких количествах прутков и таких возможностях нет. Более того, на сайте Hard Metal, тоже прикреплю, вот смотрите, это сайт Hard Metal, и это сайт, вот видно, .com, и на нем снимок, это, видимо, основное, главное здание, и есть еще сайт, вот hardmetal.deutschland, Германия. Здесь снимок уже, видите, видно все здание производственное, вот видите, сколько огромное количество цехов, и машины вот такие мелкие в сравнении с зданием. Вот здесь контакты, вот Arno Friedrich Hard Metal, и вот что удалось найти вот в Гугле. Смотрите, компания Arno Friedrich Hard Metal Германия является крупнейшим в Европе поставщиком
заготовок из твердого сплава. То есть компания производит какое-то сверхогромное количество и заготовок, и фрез, и всего остального твердосплавного инструмента. И поэтому не удивительно, что у Андрея может быть такой запас. Поэтому решил купить. Цена такая, что один купил, а второй на дороге нашел. Поэтому еще, кстати, Андрей скидку сделал. За это отдельное спасибо. А это вот кусочек хотел тоже заточить, чтобы стеклорез был. Но вообще бесконечно медленно все идет, и решил бросить просто-напросто. Смотрите, как работает. Покажу вам. Вот видите, то есть вот элементарно. Видите? Ну, двумя пальцами. Сейчас возьму стеклорез. Ну, им я так, наверное, не смогу. Ну, что-то. Ну, как-то так. Но здесь, вот вы видите, вот насколько вгрызается просто вот без давления. Ну, чуть-чуть это прижать. И все. Вот с давлением. Ну, видите, что происходит. Притом, вот здесь тоже можно. Но одинаковая твердость. Чуть-чуть цератизита больше, потому что не царапает стеклорез сам твердосплав. Слышно вам? Покажу. Вообще несравнимо с каким-либо металлом, даже быстрорежущими сталями или даже порошковыми быстрорежущими. Смотрите, что еще изготовил Сергей Михайлович. Крючки, но крючки непростые. Это крючки из порошковой стали. Это сталь D69, у которой 10 кобальта. И из нее как бы не стоит делать крючки, но эта сталь появилась первой у Сергея Михайловича, и поэтому вот крючки именно из нее. А лучше же, конечно, делать из стали R12, потому что здесь 5% кобальта, и вязкость у нее намного выше. А здесь очень высокая хрупкость. Один крючок, смотрите, лопнул, пока доехал. Притом лопнул примерно в этом месте, и делал тест. Клещи еще достались от Сергея Михайловича, суровые такие. И брал крючок, подручник и пихал. Вот видите, как подралась акация. Покажу вам видео сейчас. На видео будет казаться, что легко давил, но на самом деле упирался со всей силы. Видите, какая акация подранная вся. Как видите, вот такой даже кусочек, он способен держать нагрузку из порошковой стали. И здесь 66 единиц твердости. И при том еще сучок такой, средний мелкий был еще.
и более крупный. Вот. Но, повторюсь, нагрузка была именно изламывающей. Сам крючок, он работает, режет, и при хорошей заточке нагрузка на крючок минимальная. Сергей Михайлович, кстати, сделал еще крючки из стали R12 и проводил тест на излом. Эти крючки, увы, очень жалко. Есть еще один из D69, но хрупкость у нее очень и очень высокая, поэтому пусть будет как запасной крючок. Вот, кстати, можно попробовать вот так даже. Сейчас возьму очки. Так, все готово. Вы как раз можете видеть, как Сергей Михайлович ломал крючок из стали R12. И обратите внимание, она упругая. Ну, вот так как-то. Вот видно. Чтобы видно было. Сейчас попробую увеличить. Так. Это сталь D69. Вот так попробую взять. Притом держу, ну, крепко схватился и пробуем. Разжимает. Не хватает силы. Так, план Б. Как-то вот так попробую сейчас. На излом. Не видно, она будет гулять или нет. Как бы я сейчас попробую. Чтобы вам видно было тоже. Давайте пробовать. Ух ты. Сломалась. Ну, нагрузка сильная была. Сломалась, хрупнула. И все. Не, здесь не хочет. И попробую крючок из 65G, который работает стабильно, абсолютно. Так. Так, чтобы тоже видно было вам. Не, это плоскогубцы разгибаются вот так. Будет видно вам, будет она гулять или нет. О, так она тоже ломается. Даже легче. Смотрите, что происходит. То есть, если взять 65G за эталонную прочность, то порошковая, не, крепко здесь уже, то порошковая D69 уже рядом. Нет, здесь прочно. Не отломалась. Раза в 1,5, возможно, даже меньше нагрузку приходится давать, чтобы сломать. И видите, она тоже почему-то не особо пружинит. Хотя и пружина рессорная, ну, закаленная. Не гнется она. Так. Поотломывались кусочки. Ну, по прочности примерно рядом, как видите. D69 оказывается довольно-таки прочная на излом. Несмотря на то, что порошок 10 кобальта и очень высокая хрупкость. Тем более здесь сечение тоньше было. Не, примерно такие же. Вот.
Но излом, вот видите, какой излом. Здесь вот порошковый излом, а здесь уже металлический. Структура. Видите, здесь вообще нет какой-то структуры. Это порошок так лопается. Очень порадовала сталь. 2 крючка из нее будет. Один чуть меньше. Вот видите, радиус меньше. А второй чуть-чуть больше. Черновой, чистовой. Вот. И обязательно, видите, такое закругление, сферичность, чтобы хорошо ложилось на заготовку. И здесь, видите, вот сферичность такая. Видно хорошо ее. О, будет ложиться и очень хорошо снимать все. Острота очень высокая. Вот видите. Бумагу режут очень легко. Проваливается в бумагу. Вот. Переходим к резцам из QPM-53. Здесь вы можете видеть процесс изготовления. В таком виде она приехала. Это порошковая сталь самого премиального сегмента. Притом она разработана в 2021 году и является самой новой среди порошковых быстрорежущих сталей. Это именно быстрорежущая сталь порошковая. Разработана она в Австрии. И по составу здесь просто сверх идеальный состав. Даже придумать себе сложнее, более лучший состав. Вольфрама здесь 4%, молибдена 3%. Молибден, кстати, это заменитель вольфрама. Это тоже очень высокотемпературная сталь. И 1% молибдена равняется в качестве замены 2% вольфрама. Тем не менее, самое интересное — это 8% ванадия. 8% ванадия — это сверхзапредельно много. И самое это 2,5 углерода. Есть стали углеродистые, вот 65 Г, там 0,6 углерода. Есть стали У8, У10, это 1% углерода, а здесь 2,5. У10 это уже сверхуглеродистая сталь, а здесь 2,5% углерода и 8 ванадия. Именно для режущих свойств и износостойкости это сверхидеальный состав. И удалось найти заготовку в такой толщине 4,2 мм, в которую смогли поместиться все резцы, задуманные именно, которые работают на острых углах и которым приходится большой объем работы. Возвращаемся к QPM-53 и могу еще добавить о приятном бонусе, который был на сайте Zephyrion. Спрашивал, есть ли заготовки из Rex 121, хотя бы маленькие какие-то кусочки, в которые мог бы поместиться резец. Увы, Рекса не оказалось, для теста хотя бы. Но ребята положили мне очень большой кусок, даже вот побольше. Тоже QPM-53, тоже в такой же толщине и даже, наверное, чуть-чуть шире. Очень большой кусок. И, конечно, я его благополучно запорол, увы. Очень самонадеянно затеялся пилить болгаркой,
Хотя было сказано, что ни в коем случае не использовать УШМ. Тем не менее, работал по чуть-чуть, 2 пропила, раз прошел, жду пока остынет, и водой поливал. И уже в самом конце сталь лопнула. Притом лопнула полностью на куски, как кусок стекла. Абсолютно ничего не удалось вытащить, кроме мелкого кусочка вот такого, который пошел на этот резец. Все лопнуло, весь большой кусок. Сергей Михайлович предложил попробовать пилить без охлаждения водой и ждать, пока сталь сама будет остывать. Тоже делал, пропил, даже не 2, а раз пропил и ждал, раз ждал, чтобы без перепадов температуры все было. И удалось отпилить и поперек, удалось отпилить и вдоль, но в конце тоже, видите, вот лопнула сталь. Но эти вот куски какие полопались. Но тем не менее весь кусок целый. И все остальные заготовки для этих резцов, они тоже очень хорошо отпилились и без расхождения трещин по самому металлу полностью. Обрабатывается сталь очень трудно. 8 ванадия делают свое дело. Удалось вычухать скальпель такой. Скальпель, кстати, полностью по образу подобию скальпеля, который делал Сергей Михайлович из R6M5, но там была на самозакалке R6M5, а это уже супер премиальный быстрорежущий порошок. И сделал еще декоративную поверхность, такую по типу японских мотивов. И эта поверхность еще дополнительно играет важную роль. Она уменьшила, глубже стала плоскость. Когда вывелась поверхность, эта плоскость углубилась, чтобы во время заточки работать именно, видите, вот по вот этой грани, без дополнительного куска, где декоративная поверхность. И здесь точно так же. То есть заточка идет только по узкой части. Точить вот такую площадь — это совсем издевательство. На QPM 53 здесь тоже, видите, все очень-очень узко. Сведение 1,5 мм. И грани, вот они какие грани. Вот видите, очень-очень узкие. Затачивать очень и очень легко. Эталонный резец из R6M5. Смотрите на нем. Такая грань и грань на QPM 53. Какая большая разница. Тем не менее, затачивать примерно одинаково по времени и по съему материала. Именно чтобы убрать засвет
и заточить резец, убрать риски от последующих абразивов. Видите? То есть вот настолько тяжело затачиваются порошковые стали. Здесь твердость 66 единиц, а здесь эталонный месель 64 единицы. Тем не менее, порошок дает очень и очень большую износостойкость. И плюс сам состав, повторюсь, 2,5 углерода и 8% ванадия. На тесте, к сожалению, смотрите, вот коррозия, она сразу пускает корни. Затачивал и не помазал маслом перед заточкой. И все, то есть сталь была без микропленки защитной от коррозии. Попала вода, чуть-чуть передержалась, и коррозия сразу пустила корни. Пытался как-то вычухивать, но видите, все, корни пустила, и нужно обрабатывать. Буду обрабатывать балистол. Германия. Это оружейное масло именно для ухода за металлом и для чистки стволов. Оно очень прекрасно от коррозии защищает и полностью, смотрите, не вызывая раздражения кожи. То есть для кожи оно полностью безопасно, даже настолько, что балистол универсальный, обладает антибактерицидным и дезинфицирующим свойствами, способствует заживлению ран, укусы насекомых, порезы, мозоли. То есть даже при порезах можно им мазать. Вот настолько оно для рук безопасное. И пахнет, кто увлекается рыбалкой, пахнет анисовым маслом. Пшикалка такая очень удобная. Анисовым маслом, и запах очень-очень приятный. Вот. Увы, сталь огорчила на тесте. На заточке 3.2 сталь показала очень-очень мало. 150 резов. Это в 1,5 раза меньше, чем эталонный месель Сергея Михайловича из R6M5. То есть супер порошок с супер составом отрезал в 1,5 раза меньше, чем R6M5. Как это возможно? Тоже сталь оказалась очень чувствительной к заточке. И на заточке 2014, смотрите, сталь, это график, сколько сталь отрезала. Сталь отрезала уже 300 резов, 305. То есть в 1,5 раза больше отрезала. Там было 150 на 3.2 заточке, а на 2014 в 2 раза больше сталь отрезала. Видите, насколько чувствительней. Насколько чувствительна сталь к заточке. Красный график — это как сталь резала. Смотрите, нюанс очень важный. Здесь был сучок, и это числа, которые показывала сталь на динамике затупления. Здесь скачок был на протяжении 20 резов, пока сучок отрезался. И дальше сталь все равно пошла супер медленно, супер стабильно дорезала. Смотрите, что сделал. Попытался убрать влияние сучка и посмотреть, сколько сталь бы отрезала без сучка. Потому что резец из R6M5 он отрезал 200 резов без сучков. Этот кусок графика, вот он. И второй кусок просто, видите, вот раз, продлил вот этот график по плавности, отталкиваясь от плавности хвоста и начала. Вот продлил. И перенес точку, вот видите, после затупления перенес точку на продолжение этого графика. И с этой точки уже дорисовал этот кусок
Вот он здесь дорисованный. Точно такой же, просто сместил его сюда. И получилось, что вот сталь могла бы теоретически, повторяюсь, теоретически, вот исходя из этого графика, отрезать 400 резов. Как видите, даже теоретические 400 резов на практике, которые недостижимые пока ни для одного из резцов не были, все равно не какие-то сверх большие преимущества в сравнении с сталью R6 M5. Видите? То есть на ножах, когда тестируют стали, они режут канат, и порошковые стали показывают в 6-8 раз выше износостойкость, чем сталь R6 M5. Но когда идет точение, то заготовка вращается и дополнительно затирает саму кромку, и поэтому преимущество такое, оно сходит на нет именно на токарных задачах. Хотя вот в 1,5 раза вот она отрезала, и теоретически она могла бы отрезать в 2 раза больше. Ну, всего-навсего. Но тем не менее, в 2 раза больше — это резец точить в 2 раза реже. В долгосрочной перспективе это очень и очень. И на очень твердых породах это будет дополнительно сказываться, потому что сталь, которая 65Г и переходит на акацию, она практически полностью сразу останавливается, а быстрорежущая сталь стабильно работает на акации, но на экзотических породах, более твердых, она тоже начинает садиться. И порошок, есть надежда, что на экзотических породах будет работать намного стабильней, именно за счет своей твердости и за счет своего состава. Сверх преимущества, повторюсь, не случилось, 6-кратного, 8-кратного, но даже в 2 раза в сравнении с закалкой, и в 4 раза, повторюсь, были резцы изначально, которые Сергей Михайлович делал с самозакалкой, они показывали 100 резов, предел 100 резов. А здесь 3 сотни и теоретически 4 сотни. Добавлю еще про установку насадок. Все насадки вклеивал на эпоксидку. Вот видите, она так. Как бы ее показать? Вот видите, как скругления такие. Очень идеально ложится. И буду еще вклеивать крючки. Использую такую эпоксидку. Artline, производитель, Crystal Epoxy, это название. И она уже относится к ювелирным, то есть быстро сохнущим. Но тем не менее с ней можно работать на протяжении 50 минут. И твердеет она на протяжении 24 часов. То есть самое главное, что 50 минут можно работать. Это очень хорошо, когда несколько резцов заливать и потом по чуть-чуть выставлять, поправлять. Есть запас времени. Есть эпоксидки ювелирные, которые для ювелирных изделий именно целенаправленно, и они сохнут на протяжении часа, а рабочее время у них минут 10, то есть очень быстро все. И есть еще эпоксидки, которые для столешниц, они сохнут дней 5. Это вообще издевательство. Первый резец делал еще 3 года назад по такой технологии. Тоже трубка, и было вклеено, видите,
маленькая часть. Тем не менее, держалась очень крепко. И самое прекрасное, что очень легко достать. Нужно над огнем, здесь прикреплю, над огнем нагреть, и эпоксидка становится рыхлой, мягкой, и насадка легко достается. Самое главное, насадки сделать чуть-чуть меньше, чтобы был люфт немножко внутри трубки. Это когда заменять и вытаскивать, чтобы был чуть-чуть люфт. Вот. Прочность очень прекрасная, как кусок пластика твердого. И дальше осталось еще вклеить крючки и мелкий месель. Вот так будет наклейку. Смотрите, в чем еще сложность может быть именно с трубками. Видите, эта трубка идеально ровная, круглая. Это марка AISI 304. Покажу здесь, кстати, где покупал. На Озоне была. И эти трубки пришли, но, видите, вот остатки были. Думал, не хватит, и решил еще купить. Но там закончились. Купил в другом месте, тоже на Озоне. И вот видно вам, она треугольная. Вот видите, раз, раз, раз. Овальная. Вот 3 овальных части такие идут. Вот как бы вам показать. Видите? То есть и обе такие. Вот 2 трубки метровые. И они непригодные для таких задач. Вот видно вам? Я надеюсь, видно, что они слегка овальные. Тем не менее, вот овальность и треугольность, ну, надеюсь, видно вам. Вживую это очень заметно, и тем более, когда на подручник ставить, то резец волной идет, вот когда вращение. Вот поэтому с трубками тоже обратите внимание, чтобы круглые были. Возвращаясь к заготовке из QPM 53, смотрите, что еще получилось из нее изготовить. Рубанки такие японские. Это дерево красный лаосский эбен. Видите, лезвие закрыто. Цуцуми называется ступенька, которая закрывает. Вот видите, там внизу такая тонкая. Такие колодки. Вот. Очень красивое дерево. Супер красивое. Торцевая структура. Сами лезвия. Вот так удалось их вычухать. Видите, здесь маркировка, она насколько лаконичная, настолько же и очевидная. Квадрат — это плоскость для работы по плоскости рубанок, по граням шкатулок и по шахматной доске. Выравнивать клеточки по высоте. И линия — это ребро для работы по ребрам. Вот 2 таких рубанка. Лезвие. Пола. Такие. Тыльная грань. Здесь заточка на 1,0.
Вот такие еще грани. Такие лезвия. И Сергею Михайловичу спасибо большое. Он сделал, смотрите, заготовку такую царскую для молотка. И она из R18. Видите, почему она царская? Потому что из стали R18. А это иероглифы еще добавил. По-японски это шахматный токарь. Сделал гравировку такую. Это для настройки рубанков. Вот их нужно по чуть-чуть стучать и смотреть на вылет лезвия. А доставать вот по тыльной грани. Раз. И достается лезвие. Покажу, как работают. И смотрите еще, что Сергей Михайлович сделал. Керн. Вообще нереально эксклюзивный. Притом это сталь R6M5, тоже быстрорежущая сталь. Видите, как смог закрутить ее. Вообще идеально ровно все. Сверхидеально. Заточка. Супер керн. Сергей Михайлович сказал, для эксклюзивных деревьях эксклюзивный керн. Супер красиво. И рубанок. Вот, для кромок, допустим. Вот видите, как аккуратно. Тоненько можно работать. На камеру неудобно. Вот такие стружки получаются. Очень-очень прекрасно работает. И покажу вам еще, как легко работает по дубу. Вот древесина дуб. Смотрите. Попытаюсь сейчас, чтобы вам было видно. Видите, как легко идет. Видите, что происходит? Как легко дуб. Смотрите. Супер легко. И по звуку слышно. Такие стружки. Сталь вообще идеально работает. Вот. Повылетало все. Идеально работает. Вот такие два рубанка. И будут еще стружколомы. Смотрите. Заказал 2,5 на 100. Это пруток твердосплавный. И он ехал аж из Китая, где-то возле Гонконга. Потому что не было нигде таких тонких твердосплавных. Здесь он будет насквозь. Вот. И будет еще одна ответная деталь. Стружколом по образу, подобию лезвия, но чуть с притупленной частью, и она будет фиксироваться именно
видите, вот прижиматься за счет упирания в пруток. И здесь будет, не доходя, закрывать вот на вот так вот, на совсем чуть-чуть. И стружка будет сламываться для работы по очень сложной структуре древесины. Здесь легко прямые волокна, а когда будет покрученная, либо корневая структура, то стружколом будет все отламывать, чтобы не было сколов. Идеально работают. Вот такие два рубанка. Гравировки делал алмазом, выбирал. И клинья. Здесь угол 2,5 градуса, уклон. Вот. И затачивать на эльборах. Здесь вот так всю грань решил сделать. Она довольно мелкая по площади и очень удобно точить. А ответную грань вот пальцем прижать и вот так вот прижимать, главное, раз, чтобы чувствовать плоскость. И очень легко, очень удобно все затачивается. Вот такой комплект рубанков. Покажу вам еще такой натюрморт удалось сделать. Это остаток от доски падука, которые были для поставок шахматных досок. И на этот кусок очень идеально вмостился весь мелкий инструмент. Рубанки SQPM 53, молоток из R18, резцы для шпона CPM 15V. Здесь керн, он с кадра выходит, царский, Сергея Михайловича. Вообще идеальная геометрия. Он здесь будет жить. И смотрите, опа, она на такой, видите, пятак такой, и лупа на него одевается, фиксируется. А здесь крышка. Здесь был такой выступ, видите, и удалось крышку такую сделать. То есть поработали, раз, зафиксировали, раз, накрыли. Такой натюрморт. Сами резцы будут жить на таких подставках. Получилось изготовить, покажу вам. Крючки будут жить на настенной подставке. Она будет на стену вешаться. Такие крепления. Легко брать, легко обратно. Вот видите, это легло и раз, это ложится, а это до упора. И настольные две подставки. Здесь тоже очень легко. По такому же принципу. Вот. Сперва раз, раз и фиксируется. Удобно брать. Видите, здесь по два парно. Удобно и этот брать, и этот брать. И этот. По два как раз. Вот покажу вам. Удалось выполировать до такой степени. Ручки тоже. Вот такие крепления. Желтая — это древесина Мовингу, африканский сорт.
И красный сорт — это дерево подук. Смотрите, какая структура. Пор огромная. Очень красивое дерево. И особенно узор. Видите, он такой насыщенный. И здесь тоже. И здесь. Вот такие подставки получились. Вот, смотрите. Так резцы укладывается на подставку. И попарно. Вот видите, очень удобно брать. Раз, 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 раз. И здесь еще есть пространство, видите, удобно пальцами подлезать и брать резец. О, такая подставка настольная. И расскажу еще за ручки. Сейчас достану резец. Такие ручки, смотрите. Такая форма. Экспериментировал с разными формами, но остановился на самой лаконичной. Кольцо — это втулка была для пайки медных труб. Она была длиной 70, и с нее можно было сделать несколько. Внутренний диаметр втулки 35 и плюс по 1,5 мм стенка 38. Здесь дальше идет 70 от торца, 70 цилиндрическая часть, диаметр 42. И здесь идет цилиндрическая часть, тоже от торца 40 мм. Здесь 70, здесь 40. И идет между ними такая просадка на 0,5 мм. Плавная, плавно идет. Очень удобно. И так держать 0,5 мм достаточно. Очень удобно. Чувствуется и впадина, и очень удобно так держать, и так держать. Вот любыми хватами. Очень удобная ручка. И здесь закругление. Вот. Общая длина 200. От торца до торца 200. Вот. И сюда будет вклеиваться резец, устанавливаться. Добавлю еще за кольца. Заметил, что когда кольцо просто набить, даже плотно, то со временем оно начинает болтаться и даже сваливаться. Мало удовольствия. Придумал дополнительно поверхность под кольцом, боковую поверхность именно по дереву пропитывать маслом, обильно пропитывать, и диаметр по дереву делать плюс 0,3 от внутреннего диаметра кольца. То есть такая довольно плотная посадка получается, плюс еще пропитка маслом. Дальше все это торцуется. Здесь чуть-чуть выступ оставляется, кольцо набилось, сколько село, и дальше торцуется. Видите, в ноль все получается. И поверхность по торцу тоже напитывается маслом. Сколько древесина хочет, вот столько и напитывать. Дополнительно создается уплотнение за счет того, что древесина расширяется, и кольцо сидит очень-очень прочно. Делал ручки, кстати, в конце февраля. Древесина находилась всю зиму в отапливаемом помещении. Воздух был сухой, и была максимальная усушка именно в конце февраля. Поэтому это еще один фактор к плотности посадки. На максимальной усушке была сделана посадка кольца.
древесина. Это дуб 30-летней выдержки. Очень красивая такая текстура. Выполированный. И переходим к самим тестам.